Приветствую себя на канале. Сегодня у нас на обзоре кофемашина HG Platinum. Как видите, проблема у аппарата при старте. Он выдает ошибку, ну и просит перезапустить для устранения. Давайте я сейчас включу. При включении аппарат должен провернуть заварочный узел. Мы ничего не слышим, он нам пишет, подача не удалась. И теперь пишет, перезапустите для возможного устранения ошибки. Но это я сейчас прикручу. Проблему сразу начинаю искать именно в редукторе, поскольку при старте он его не крутанул. До платы пока не лезу, как бы полностью его не разбираю. Буду снимать сам мотор редуктора, проверять. В принципе, я уже разобрал, посмотрел. И видео снимаю, возможно, вам это пригодится. Мотор редуктора находится в этой области. Это HG, допустим, вот модель я вам укажу точно. Это может быть Saieka Adeo, Coffee Go, там разные аппараты, как бы я их пропишу. В принципе, тот же самый, это вся эта технология Saieka. Для того, чтобы разобрать, нам надо будет открутить все вот эти саморезы, вытянуть внутреннюю часть. Мы доберемся к мотору. Так, давайте приступим. Я переставлю камеру, чтобы вам было лучше видно. 2 секунды. Итак, для разборки нам надо открутить все эти саморезы. Так, я коробочку поставлю, чтобы у меня под рукой все было. Сначала мы снимаем накладочку, которая скрывает носик бойлера. Кстати, эту накладочку хотя бы иногда снимайте, просто под ней почистить. Вот под ней может собираться остатки кофе. Так она снимается. И здесь все надо вычищать, чтобы у вас просто не забился дренажи, которые сюда выходят, и чтобы у вас вовнутрь не бежала водичка. Возможно, из-за того, что здесь была забита, стояла каша, вода бежала вовнутрь редуктора. И там по шестерне вполне допускаю, что она могла течь прямо на мотор редуктора. Это вы сейчас все увидите. Потому что основные отложения вот видно. Вот здесь вот. И оно стояло все. Ладно, пока разбираем. Нам надо будет отверточка Т10. Каких-то других инструментов, я думаю, здесь вам не понадобится. Ну, может быть, тестер. Проверить сам мотор. Так, откручивать немножко неудобно. Давайте. Поскольку мне камера немножко все перекрывает. Так, теперь откручиваем. Здесь саморезы. Снимаем носик стыковочный. Убираем его тоже. Все, теперь мы можем снять полностью защитную крышку именно самого редуктора. Так, мы это открутили. И теперь немаловажно, не дергайте его нахрапом. Здесь стоит в этом месте, внизу, стоит платка, которая отслеживает заполненность самого поддона. Когда он у вас пишет
опорожнить поддон, он у вас работает через сенсор. Вот у нас идут проводочки внизу, если вы видите. Сейчас я покажу. Вот видите, у нас плата. Вот здесь вот. Ну, короче, ее желательно не оборвать. Потому что ничего хорошего с этого не выйдет. Так, я отодвигаю. Все, я отстегнул. Вот сама вот эта плата стоит, которая отслеживает наполненность контейнера нижнего поддона. Видите, да, здесь вот у нас засохшая грязь. И у нас вода по шестерне не стекала. Я сейчас вытаскиваю это все. Видите, у нас вся шестерня была залита. Это все грязь, которая бежала по шестерне, потому что был забит вот этот дренаж. Его не чистили, вот вода вот сюда вся заходила. Вот у нас мотор редуктора. Опять же тянем его, аккуратненько снимаем и видим, он у нас полностью выгнил. По нему бежала вода, заходила вовнутрь. И вот у нас имеет вот такой сейчас, скажем, вид. Снимаем проводочки аккуратно. Все, мотор я убираю в сторону. Здесь немного наводим порядок. Так, я беру другой мотор и подкидываем его. Когда меняете мотор, не забудьте вот этот фиксатор тоже снять. Он нам пригодится. Так, не забываем это все смазывать. Хотя бы немного. И закидываем его обратно в посадочное место. Вот эти вот упорчики, они тоже должны быть выставлены правильно. Вот закругленная форма, она к стене идет. К вам такая вот пяточки ровненькие выходят. Все, мы его поставили. Здесь у нас проводочки надо будет уложить в свои тоже посадочные места. Тут у них есть специально крепление. Шестерню я точно так же слегка смазываю. Когда будете смазывать шестерню, старайтесь здесь поверху сильно не намазывать, чтобы у вас микрики не замазались полностью. Так, вставляем это все назад. Опять же, смотрите, когда будете снимать, у вас вот сам на редукторе, на шестерне редуктора и на заварочном узле вот посадочное место. И он становится вот таким вот образом. Вот примерно вот так и вставьте саму шестерню. Таким образом. А лучше, когда снимаете, поставьте метки на зубе. На самом зубе поставьте метку и на корпусе. И вы не ошибетесь. Эту шестерню без разницы. Ну, главное ставить выступающим этим самым зубьями вовнутрь.
Все, завели. Теперь нам надо аккуратненько пристегнуть обратно плату. Так, сейчас я немножко отодвину камеру, потому что мне неудобно так. Так, платку я пристегнул. И теперь вставляем все обратно. Прижимаем и начинаем обратно собирать. Когда будете собирать все обратно, постарайтесь саморезы, которые получше, ну, состояние, прикручивать их в нижнюю часть. Почему? Потому что они могут находиться у вас в воде, они подгнивают, и потом вы их уже выкрутить ничем не сможете, высверлить тем более. Поэтому те, что лучше, ставятся в самый низ. Те, которые имеют немножко следы, скажем так, коррозии, старайтесь ставить это или повыше, чтобы вы могли подобраться к каким-то инструментам в случае, если придется силовое воздействие применять. Так, 3 осталось. Ставим назад наш носик. Когда будете прикручивать это все, вы постарайтесь не прилаживать, ну, конские усилия, потому что все-таки вы вкручиваете в пластик. Если вы его свернете, и у вас будет вот это все болтаться внутри, оно, соответственно, и работать так будет не очень хорошо. Так, у меня осталось прикрутить только накладочку. Она имеет такой небольшой выступ, если видите. Ставим ее вверх и опускаем вниз. И она плотненько у вас становится. Все, и закручиваем оставшиеся 3 самореза. Итак, вроде все собрали. Если мы правильно поставили шестерни, но опять же напоминаю, не забывайте ставить меточку. И кроме шестерен еще не забывайте полярность мотора. Я забыл об этом сказать. На моторе плюс-минус. Не перепутайте провода. И смотрите, как вы его подключаете. Если неправильно подключите, он у вас будет крутить в обратную сторону. Будет несовпадение по микрикам. И вы не сможете вы не сможете им пользоваться, скажем так. Сейчас у нас стало все правильно. Ставим поддон и запускаем аппарат. Редуктор отработал. Так, это я пока убираю в сторону. Нам уже не надо. Аппарат вышел на режим. И пробуем приготовить кофе.
Кофе у нас готовят. Останавливаем. Ну и таблеточку отбросил. Все, аппарат полностью готов. На этом заканчиваем. Если это было полезно, лайки, вподобайки и подписки. Если есть возможность, переходите в описание, там есть ссылочка на донат. Ну а я на этом прощаюсь. Удачи, до свидания.